Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 26 апреля, а это значит, что наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно помнят про вопросы, которые вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Еще раз повторяю. Оставляйте свои вопросы в комментариях под этим видео. Перед вопросом пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. И те вопросы, которые попадут в рейтинг популярности YouTube среди комментариев, потому что я отвечаю на самые популярные по рейтингам YouTube комментарии, вопросы, которые в комментариях. Ну, значит, на эти вопросы и получат ответы наши уважаемые зрители и слушатели. Так, теперь хочу вам напомнить, что у нас есть Patreon. Подписывайтесь на Patreon. На этой неделе также отвечу на вопросы в Patreon. Там я отвечаю на все вопросы. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Напомню про лайки и про комментарии. Ну, комментарии уже напомню, соответственно. Кроме вопроса можете оставлять и слова поддержки. Как минимум 5 слов сделает, как минимум 5 слов в комментарии сделает наш материал более доступным для большего количества зрителей и слушателей. Теперь переходим к сегодняшним событиям. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Китая Си Цзиньпинем. Почему это знаковое событие? Я думаю, вы понимаете, что Си Цзиньпинь просто размениваться на обычные разговоры ни с кем не будет. Он приезжал с конкретными предложениями и получил все, что хотел от президента России Владимира Путина, при этом взамен не отдав в ущерб интересам своей страны и ничего. Еще раз подчеркиваю, ничего. Никаких вооружений, никаких обязательств. Ну, по крайней мере, таких, которые были бы прописаны на бумаге и заверены, что называется, формально хотя бы, ничего не получил президент России Владимир Путин. Далее Си Цзиньпинь созванивается с Зеленским. Надо сказать, что к этому звонку, конечно, Си Цзиньпиня подталкивали и лидеры западных стран. И, ну, вы понимаете, да, что в последнее время в довольно натянутых отношениях находится Си Цзиньпинь с администрацией Белого дома США. Надо понимать, что для звонка Си Цзиньпиня Зеленскому должно было созреть у Си Цзиньпиня какое-то решение. Решение должно быть однозначным. Си Цзиньпинь, а если мыслить аналитически, да, Си Цзиньпинь готовится наблюдать пока что за контрнаступлением украинским. Ему важно было узнать, в каком настроении находится Зеленский. Си Цзиньпинь хочет выступить парламентером, не парламентером, а хочет выступить миротворцем. Конечно, выступать миротворцем будет гораздо более эффективно после того, как закончится контрнаступление. Причем вне зависимости от того, чем оно закончится. Он выберет сторону победителя, и уже на стороне победителя будет напрягать проигравшую сторону принимать те или иные условия. И тогда уже будет, что называется, не до жиру. Проигравший будет в любом случае пытаться удержать ситуацию и, скорее всего, пойдет на те условия, которые предложит и лидер Китая, которые предложит группа стран, которые поддерживали победителя. Мы сейчас не будем говорить, кто именно победитель. Мы прекрасно понимаем, что мощь НАТО и мощь тех стран, которые находятся в коалиции по поддержке Украины, несопоставимо больше, чем возможности нынешнего российского руководства. Мы понимаем прекрасно, да, я уверен, что и вы, наши уважаемые зрители и слушатели, прекрасно понимают, что не собираются украинские власти, украинское нынешнее руководство и Украина в целом, как политический субъект, не собирается захватывать ни в коем случае исконные российские земли. Я имею в виду те земли, которые были за Россией после распада Советского Союза на момент 91 года, да, когда распался Советский Союз, вот в тех территориях, в которых была Россия, Украина не претендует ни на какие земли. Надо понимать, что Украина никогда, конечно, не собиралась идти войной на Россию. Все это выдумки больного воображения президента России Владимира Путина, который внушил, к сожалению, огромному количеству граждан России. Но
теперь контрнаступление. Теперь контрнаступление и звонок Си Цзиньпиня Зеленскому. Фактически Си Цзиньпинь проверяет позиции. Он уже проверил позицию российскую, проверил позицию украинскую. Никаких резких движений, конечно, перед контрнаступлением Си Цзиньпинь предпринимать не будет и будет внимательно наблюдать. Далее, что будет происходить? Далее будут происходить довольно интересные вещи. Наверное, мы с вами их обсудим уже во время ответов на вопросы. Я думаю, что по этой теме также будут вопросы. И мы с вами тогда уже их обсудим более детально. Сейчас у нас выпуск короткий, и мы с вами обсуждаем темы сегодняшнего дня. Армения представила иск против Азербайджана в Международный суд ООН по вопросам установления азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре. Почему этот момент интересен? Давайте, опять-таки, немножко абстрагируемся от ситуации, давайте не будем, опять-таки, я скажу, что я не являюсь сторонником ни одной, ни другой сторонником, я не являюсь приверженцем ни одной, ни другой стороны. У меня огромное количество друзей и армян, и азербайджанцев. Когда они бывали у меня, и армяне, и азербайджанцы дружили, и друг другу спокойно жали руку, и все в порядке, все было замечательно. Да, но это, конечно, было не на территории Армении, не на территории Азербайджана, это, конечно, было на территории другой страны. Но надо понимать, что это боль и для Азербайджана, и для Армении. Боль и утрата близких, боль и утрата каких-то, ну давайте опять-таки назовем правдой, каких-то иллюзий с одной и с другой стороны. Все возвращается на какие-то позиции, на которых в конечном итоге, я говорю очень обтекаемо, чтобы ни в коем случае никого не обидеть, все закончится миром. Все закончится миром, и все закончится, я уверен, что все закончится дружбой армян и азербайджанцев. Закончится дружбой, посмотрите. Пройдут поколения. Да, должны, конечно, смениться поколения. Но дружба будет. Будет дружба, будет сотрудничество, будет тесные теплые отношения, все будет в порядке. Поверьте, это все в ближайшей перспективе. Но чем интересно это событие? Интересно это событие тем, что Россия, ну не Россия, конечно, современное российское руководство, не выполняет роль миротворца, не выполняет роль посредника в спорах между Арменией и Азербайджаном. На сегодняшний день, да не на сегодняшний, все предыдущие годы, российское руководство было инициатором конфликтов в Нагорном Карабахе, было инициатором столкновений, инициатором напряженности. И вот доигрались. Когда играют чужими жизнями, в конечном итоге доигрываются, что теряют и собственный авторитет, и собственную значимость, и многое-многое другое. Я хочу пожелать терпения и, конечно, мудрости и армянам, и азербайджанцам в решении их проблем. Ни в коем случае не доверять нынешнему российскому руководству, ни с одной, ни с другой стороны. Ни в коем случае. Не будут выполнять, обращаюсь к армянам, никогда не будет президент России на вашей стороне. Никогда. Равно как и на стороне Азербайджана. Всегда для президента России Владимира Путина будет важно иметь болевую точку, как для армян, так и для азербайджанцев, чтобы ссорить, сталкивать лбами, разделять и властвовать. Вы прекрасно уверен, знаете, что президент России Владимир Путин считал своими вассалами, прежде всего, Армению, и ряд других стран, конечно, и сейчас считает. Вот Армения вырвалась из этого воображаемого президентом России круга. Вырвалась Украина, вырвались другие страны, вырвалась Грузия. Правда, нынешнее грузинское руководство пытается втащить обратно в этот круг, но не всегда, не совсем получается. Надо сопротивляться, надо мыслить и действовать в иных рамках, нежели которые устанавливает президент России Владимир Путин. Далее у нас тема репрессий. Репрессии, конечно, в последнее время огромное количество инициатив у депутатов раскрутить маховик репрессий, и мы об этом говорили, уважаемые зрители, слушатели, я вам напоминаю, что мы об этом говорили довольно давно, и вас постоянно об этом предупреждали, начиная с 2000, если мне память не изменяет, 19 да даже 20 года.
операция «Чистое план», «Чистое поле», который был представлен Владимиру Путину, а потом, соответственно, этому плану была уничтожена и оппозиция, и инакомыслие, и свобода слова. Когда мы об этом писали, никто, ведь крупные издания этому не верили. Многие относились скептически, но ведь все же было. Ведь когда мы совсем недавно говорили, что маховик репрессий будет только раскручиваться, все говорили куда больше, куда больше. Всегда есть куда. К сожалению, маховик репрессий будет раскручиваться и будет раскручиваться в просто геометрической прогрессии. Мы увидим феноменальные вещи, апофеоз абсурда нынешней российской власти. Он еще впереди, конечно. Он, конечно, еще впереди. Хорошо, что все это ненадолго. Президент России Владимир Путин фактически должен по всем стечениям всех обстоятельств закончится довольно скоро. Я не буду определять временные рамки, но перспективы довольно прозрачны уже на сегодняшний день. На этой обнадеживающей ноте хочу вам сказать, что мы вас любим, это самое главное, это искренне. Вы прекрасно знаете, мы работаем для вас. Помогайте нам сейчас как никогда нужна ваша помощь и ваша поддержка. Есть в описании к этому ролику криптовалютные кошельки. Мы долго шли к нашей цели, и будет очень неприятно, если из-за нехватки средств мы на чем-то споткнемся. Я уверен, еще раз повторяю, что мы сделаем все возможное, чтобы довести все наши дела до конца. Уверен, что путинский режим рухнет, и что Россия после Путина определит свой путь как демократический путь развития. Уверен, что все будет уже довольно скоро. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.